Всем привет! Решила показать, как я делаю вот такой вот венок для Пасхи и для родительского дня. Тема актуальная, Пасха скоро наступит. И я для того, чтобы сделать этот венок, отправилась в лесопарковую зону. Потому что я решила, что в этом году сделаю венок из березовых веток. Ну, точнее, основу для венка. Я делала венок обычно из каркас делала из картона, из бумаги. Ну, почему-то захотелось в этот раз мне прогуляться в лес. Мы насобирали вот такие вот ветки, тонкие и гибкие. А, Какие-то ветки лежали под снегом, мы их достали, какие-то прям отрывали с деревьев. Можно также использовать ивовые ветки и либо виноградную лозу. Но у меня их нет, поэтому березы для меня самый, скажем так, подходящий вариант. Я веточки хорошенько промыла и просушила. Я взяла буквально 3 тонких ветки и сформировала из них вот такой вот каркас. Использовала для фиксации вот эту вот леску. Она очень тонкая, но фиксирует довольно хорошо. Почему я не стала делать сразу толстый венок? Потому что леска просто его не удержит. Я на сформированный уже каркас еще накладываю некоторое количество веток и снова фиксирую их вот этой вот леской. Показываю, как я это делаю. Просто обматываю вокруг, придерживая одной рукой, а второй довольно туго и плотно эту леску наматываю. И таким образом можно формировать толщину венка такую, какая вам нужна. Сделать его толще, либо больше по диаметру, либо меньше. У меня леска серебристого цвета, ее немного видно, но так как она все равно вся будет перекрыта, то это не имеет никакого значения. Если у вас нет лески, и вы все равно будете ее покупать, лучше покупайте коричневую леску. Она все-таки сливается с цветом венка, и ее вообще не будет видно. Как я уже сказала, веточки нужны тонкие и не сухие. Сухие ветки буквально ломаются в руках. И я прям в лесу сразу браковала такие ветки, если находила их, и просто выбрасывала, потому что толку от них не будет. Я сформировала 3 таких пучка, вот сейчас второй и еще потом третий. И мне, в принципе, достаточно. Толще венок я делать не буду, мне не нужно. Излишки какие-то, веточки торчащие я отрезала, и получился вот такой довольно ровный венок. Это, кстати, очень просто делается. Тут не нужна помощь второго человека, все можно делать одной рукой придерживая, второй наматывая. Самый простой, мне кажется, способ. Дальше в ход у меня пошли искусственные ветки. Я эти ветки, если вижу где-то очень дешево, всегда покупаю, потому что знаю, что когда-то все равно они мне пригодятся. Вот эти я покупала в магазине "Одна цена", кажется, называется он магазин. Если у вас есть в городе такой магазин, обязательно туда загляните. Там веточки вот эти были по 40 рублей, по 39. То есть это типа фикс прайса, все по 39, все по 49. Только фикс прайс, он более дорогой магазин, а это, ну, совсем дешевый. Там мало что хорошего продается, но вот такие вот цветочки всегда я там нахожу очень бюджетно. Еще я вспомнила, что с прошлого года у меня остались некоторые части от цветов. И тут же, кстати, вот нашла такие классные цыплятки. В прошлом году покупала их в фикс прайсе. Они мне очень как-то прям зашли. Я их ставила в вазу вместе с ветками вербы, а ветки вербы я украшала вот такими вот яйцами. Букетики цветов, которые я вам показывала, я тоже буду на запчасти нарезать, буду отрезать цветочки, листочки, в общем, все это пойдет в дело. И вот такие вот гнездышки с яйцами тоже буду использовать. Вот частично с прошлого года у меня остались некоторые уже отрезанные цветы и веточки, буду их тоже все использовать, пускать в дело. Сначала я буду использовать веточки зеленые, то есть листья, все, которые я отрезала от букетиков, разрезала на, скажем так, запчасти и сначала буду их приклеивать. То есть формирую такой каркас. Я наношу их, точнее приклеиваю их по периметру всего венка, и смотреть они у меня будут наверх. То есть я буду не по кругу их клеить, а как бы навстречу друг другу. Ну, я задумала так, но можно, в принципе, и по-другому. То есть клеить их в одну сторону, чтобы они смотрели, и тогда получится венок по кругу. Тоже очень интересно, я такое делала, по-моему, в позапрошлом году. Я приклеиваю хаотично, то есть веточки у меня разные, абсолютно не одинаковые, и приклеиваю так, чтобы все было прикрыто. Я не думаю, что очень крупные ветки, зеленые листьев, будут красиво здесь смотреться. То есть, если есть какой-то букетик, то его непременно нужно распотрошить на более мелкие части, потому что крупные он не будет перекрывать весь каркас венка.
В процессе приклеивания веточек я не забываю следить, чтобы они были наклеены равномерно и более-менее пропорционально, чтобы не было перекоса в одну либо в другую сторону. Именно поэтому я приклеиваю поочередно на правую и на левую сторону, не забывая следить за тем, чтобы не уйти от центра. То есть центр у меня где намечен по низу, там я должна буду остановиться. Эти веточки хоть и стоят очень бюджетно, но на самом деле очень хорошего качества. И видите, какие они яркие, сочные, смотрятся как живые растения. Очень красивый зеленый цвет. Прям весенний такой. Обычно все делают такие веночки для Пасхи, для праздника именно пасхального, чтобы украсить свой дом, сделать еще какую-то пасхальную композицию. Вот, я тоже, конечно, для этого делаю, но впоследствии наступает после Пасхи у нас родительский день, мы все едем к родственникам на кладбище прибираться. И вот этот венок я всегда отвожу на могилу к близкому родственнику. Не знаю, насколько, конечно, уместно об этом говорить в видео, но я считаю, это дело такое житейское. И такой веночек, ну, будет очень даже здорово служить. Тем более, что, ну, куда его после Пасхи? Вторую жизнь ему давать вот именно таким способом можно и нужно. Остались у меня вот такие вот лавандовые веточки с прошлого года. Их немного, но в качестве акцента достаточно. Я приклеиваю их точно таким же образом, по тому же принципу. Смотрят навстречу друг другу. Пока я приклеиваю тут веточки и листочки, расскажу вам быстро. Я готовлю для вас новое видео, уже практически оно готово, осталось его только озвучить. Это панно, то есть мы с вами сделаем целое панно, не одну, две плитки, как я обычно показываю вам, а прям целое готовое панно, скажем так, от начала и до конца. Это будет работа из 9 плиток. Она крепится на основание, то есть это все входит в комплект. Я купила готовый комплект, заготовка для декорирования. Основание из МДФ и 9 плиток разного размера. Очень здорово получилось. Сделала в таких весенних цветах, в праздничных, скоро 8 марта. И в преддверии праздника вот такой вот весенний получился у меня вариант. В скором времени выложу на канале, все увидите. Ну, а я между тем приклеила веточки лавандовые. Посмотрите, уже вырисовывается какая-то картина. То есть уже виден рисунок этого венка, как он выглядит, что он из себя представляет. Вот такая вот получилась у меня флористическая тема, ярко-зеленый такой веночек. И сейчас я буду еще добавлять зеленых веточек. Теперь уже совсем такие акцентные, вот такие вот длинные. Я нарезала их из букета и буду приклеивать по периметру небольшое количество, только лишь для того, чтобы еще более усилить направление этого венка. То есть показываю снова, как я приклеиваю, вот прям крупным планом, прям между веточек просовываю эти зелененькие листочки. И видите, как они у меня смотрят? В направлении движения, то есть в ту сторону, куда они у меня, в принципе, задуманы. Таких вот листочков не нужно очень много, только лишь для акцента, чтобы придать такую изюминку немножко этому венку, чтобы он выглядел более интересным. Следующим этапом я буду выкладывать на венке цветочки. Не приклеивать, а просто сначала выкладывать для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть композиция в целом. С цветовой гаммой я изначально определялась, то есть желтый и сиреневый всегда смотрятся очень хорошо вместе, поэтому я решила сделать именно эти цвета: желтый, сиреневый, немного розового и белый. Я выкладывала их различными способами и вот в итоге остановилась на таком варианте, сформировала вот такой вот венок. И сейчас буду просто все это дело приклеивать уже. У меня из пасхального декора с прошлого года вот остались только вот эти вот гнездышки с яйцами. И в моем венке это единственный намек на Пасху. Больше у меня ничего нет. Я решила, что покупать ничего не буду. В том году были цыплятки у меня, корзиночки всякие разные пасхальные. Вот, если у вас есть какие-то курочки, цыплятки или другой декор пасхальный, можете все это тоже использовать в своем венке. У меня нет, поэтому оставлю как есть. Я считаю, что и так хорошо, весенний такой получается у меня веночек. Единственное, я добавила еще один акцент. Это на вот это вот гнездышко я приклеила белый лаконичный бантик для того, чтобы было поинтереснее. Ну и в результате сейчас покажу, что у меня получилось. Вот такой вот венок. Смотрится, кстати, это никаких фильтров, смотрите, какой яркий. Цветы очень яркие, прям
порадовали меня вот эти вот заготовки, если можно их так назвать, заготовки. Вот в результат. Посмотрите, по-моему, неплохо получилось. Можете воссоздать такой же точно венок, можете сделать даже еще лучше, если у вас есть какие-то более интересные варианты для декора. Ну, а если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.